В этом видео посмотрим, что же все-таки такое этот Guns of Boom Classic, определим плюсы и минусы последнего обновления, проанализируем будущее проекта и дадим свой фидбэк разработчикам. А также, конечно же, поздравим Guns of Boom с его 4-летием. Всем здорово и добро пожаловать на мой новый видеоролик. У разработчиков случилось озарение, и они решили вернуть классическую версию Guns of Boom. Наверное, впервые перед нами публично признали свою ошибку, поэтому я не мог пройти мимо этого события. Guns of Boom Classic подразумевает в себе полномасштабный рывок назад, попытка стать ближе к сообществу путем разбора и анализа ошибок, совершенных в последнее время. И сейчас посмотрим, что успели поменять в первом обновлении. Как вы уже поняли, из глобального первый апдейт включает в себя смену названия на прежнее и камбэк 4-местных лодаутов. Надеюсь, это не все, чем ограничится этот откат. Также боевые жетоны теперь вновь переносятся из сезона в сезон, а сами сезоны стали более длинными и насыщенными. Еще ввели разнообразие режимов на классических картах в глобале и незначительно подкорректировали характеристики некоторого вооружения. Мне кажется, просто добавить по плюс 2 оружия в комплекты не выход, и на этом точно не следует останавливаться. На мой взгляд, чересчур перемудрили, и все-таки нужно сделать выбор, либо 4 пушки, либо специализации. Пока что получается какая-то каша. Посмотрим, как будут дорабатывать комплекты в будущем. Не обошлось и без ошибок. Разнообразие это, конечно, здорово, но режимы на картах требуют модификаций. Некоторые мапы сейчас просто не подходят для определенных режимов. Например, режим 25 жизней превращает игру на большинстве карт в глупые посиделки на собственных базах, что явно мешает динамичному игровому процессу. Но мы здесь не за тем, чтобы критиковать, и я думаю, что разработчики решат эту проблему, поэтому идем дальше. А сейчас хотелось бы прерваться от обзора обновления, дабы вспомнить о сегодняшней важной дате. Именно сегодня, 18 мая, любимому Гансу исполняется 4 года. Поздравляю саму игру, разработчиков, менеджеров и, разумеется, игроков. Желаю, чтобы следующий год стал для игры невероятным подъемом, трамплином к новым свершениям, и чтобы жизнь в Guns of Boom обрела новые краски. Всем удачных боев в этот великий день. Ну а теперь пришло время для самого главного. Основная цель этого видеоматериала – это помочь разработчикам, собрав множество различных мнений, советов, рекомендаций касательно будущего проекта Guns of Boom Classic. Прежде чем я лично перейду к освещению проблем, огромная просьба к вам спуститься вниз в комментарии и написать свое мнение, пожелания, просьбы или какие-то важные запросы по будущему игры. Сейчас большинство тех, кто остались, это действительно самые преданные бойцы этой игры, поэтому можете не ставить лайк, не подписываться на канал, а просто оставить комментарий. Первый раз нам прямо сказали, что мы будем услышаны, а значит каждое ваше слово в поддержку проекта играет огромную роль. Я уверен, хоть бы как, сидя в баре или в туалете после работы, на разработчики посмотрят это видео, то есть у каждого есть шанс донести свои мысли в комментарии. Не поленись и подари шанс на жизнь старому доброму Бобу. Итак, для начала нужно понимать, что вернуть тот самый Guns of Boom из 17-18 года невозможно. Полностью закинуть проект в прошлое – это скорее нелогичное и ошибочное решение. Разработчики свернули немного не в то русло, и теперь наша задача путем продуманных изменений в игре – вывести ее снова в мир живых. Очевидно, задача не из легких, но тот, кто не рискует, как говорится, не проходит в зал славы. Первая тема, которой мы сегодня коснемся, это баланс оружия и подбора игроков. В игре постоянно меняются меты оружия. Практически каждый баланс-патч убивается много классного оружия, разрушаются интересные связки, и наоборот, какое-то оружие начинает резко превосходить конкурентов. Поиграв пару дней после перерыва, я заметил, что сейчас про категорию автоматов многие забыли так же, как это случилось с легендарными пулеметами. Штурмовые винтовки стали практически неиграбельными на сравнительно высоких левелах. За исключением нескольких представителей по типу Зари, Выжившего или Осы, хотя последнего вообще можно отнести в категорию дробовиков, оружие для среднего боя совершенно не пользуется спросом у людей. Сейчас в мете снайперские винтовки, которые полностью доминируют в игре и реально не оставляют никому шансов, из-за чего ГОП потерял весь тот драйв динамичных сражений. А самое интересное, что буквально в следующем обновлении разработчики могут уничтожить этот класс и сделать, например, суперимбовыми дробовики. Это неправильно, нет стабильности баланса игры. Люди могут месяцами тратить силы, деньги и эмоции на получение заветной пушки, а потом в один щелчок все может измениться, и ваша некогда разрывная винтовка превращается в кучу ненужного мусора. Такая участь постигла, например, небезызвестные нам дробовик Шнец и автомат Один, которые явно доминировали в своих типах, а теперь просто валяются у игроков на полках.
Ни в коем случае не нужно по просьбе Пети из третьего подъезда делать вновь слишком сильными тот же Один или Жнец, а просто следует подогнать баланс под одну золотую середину, и чтобы в будущем вышедшее оружие не получались критично имбалансными перед другими пушками. То же самое в принципе относится и к отдельному режиму ProPlay. В нем сейчас абсолютно отсутствует разнообразие, все играют одним перечнем оружия. Многие старые игроки были именно проигроками, поэтому грамотно настроенный про-режим будет очень уместен в попытках их возвращения. Подбор игроков тоже нуждается в доработке, ведь сейчас попасть в тот же топ-500 в одиночку практически невозможно. Играть в соло или дуо на данный момент крайне сложно. Очень часто такие игроки попадают на пачки из 4 мощно прокачанных человек. Разумеется, противостоять подобным фулл-группам крайне проблематично. Понятно, что такая проблема следует из маленького онлайна игры, но разве не лучше увеличить чуть-чуть время подбора, чем заставлять страдать волков-одиночек от собранных групп? Хотя проще было бы, конечно, вернуть старый вариант набора рейтинга, а именно методом постоянного зарабатывания кубков. Этот вариант остался по нраву многим игрокам, а также, на мой взгляд, является более практичным и удобным для игрового прогресса. Еще неизменный рейтинг поспособствует лучшему балансу, регулируя бойцов по уровню прогресса, что позволит вернуть авторитет обесцененным сейчас кубкам. Мало того, что смена системы лиг убила мотивацию игроков повышать свои кубки, так и поспособствовала появлению такого ряда проблем. Если не планировать добавление старой системы рейтингов и продолжать работать с лигами, стоит сделать более плавное вступление в платину. Дойти до финальной лиги не составляет особого труда, но перейдя в эту самую лигу, игра становится сущим адом для рядового бойца. Дело в том, что при попадании на платину игроку сразу начинают попадаться очень скилловые ребята. Зачастую для только прибывших, еще сырых и неподготовленных к финальной стадии игроков, такой экспириенс получается не из приятных. С такими проблемами сталкиваются игроки уже на достаточно высоких уровнях, но ведь до этого этапа еще нужно как-то дойти. На более низких уровнях дела с подбором также идут не лучшим образом. На начальных стадиях игры все игровое пространство заполонили твинки, то бишь вторые аккаунты уже опытных игроков. Для обычного новичка нормально прокачать бойца и насладиться атмосферой просто нереально, ибо если ты не знаешь особых правил правильной прокачки по типу играть по 3 боя в день, покупать бусты и играть только в ивентах, делать тебе в игре нечего. Проблема появилась после введения в игру лиг, когда опытные ребята, которым не нравится потеть в платине, поняли, как обойти систему, насоздавали новых аккаунтов и устроили тотальное доминирование на низких лигах. Они просто съедают всех новых игроков, и конечно после такой встряски продолжать играть желания уже нет. Детально об этой ситуации я уже рассказывал в отдельном ролике. После этого разработчики попытались решить проблему, но сильно ничего не изменилось, а процесс получился гладко не автоматизированным. Эта проблема мешает притоку новых игроков, а значит крайне важна к детальному рассмотрению. Вторые на очереди у нас перки. Старый Гансовбум отличался от нынешней версии своей простотой и доступностью. Во многом этому послужили перки, а точнее их отсутствие в таком количестве, как мы имеем сейчас. Еще при введении в игру шлема Ока многие восприняли такую затею не очень радужно. Банальные перки, как поджигание, заморозка и регенерация, всем ясны и прозрачны. Но особенно в последнее время наши арсеналы стали пополняться такими вещами, как шлем Бессмертный или Мираж, штаны Геккона и тому подобное. Перки должны дополнять игровой процесс, а не становиться одной из главных его составляющих. Поэтому, на мой взгляд, при добавлении новинок в игру разработчикам лучше фантазировать более приземленно. В противном случае это в конце концов убьет привычный геймплей. Ни для кого не секрет, что для игроков RU комьюнити проблемы с пингом особенно драматичны, поэтому они занимают отдельную позицию в этом списке. Облачные сервера Гоба находятся в западной части Евразии, из-за чего русскоговорящим ребятам, особенно из самых дальних уголков, приходится совсем нелегко. Русскоязычная аудитория игры составляет весомый процент от всех игроков, поэтому, думаю, было бы отличным решением разместить один такой сервер где-нибудь в СНГ регионе. Это повысит приток русскоговорящего комьюнити, играть станет гораздо комфортнее, а соответственно поднимутся и донаты. В результате для нас станет возможным на равных конкурировать с бойцами из Западной Европы. Напоследок хотелось бы упомянуть лаги, баги, оптимизацию и другие технические ошибки в игре. Это вещи, за которыми нужен постоянный уход в любом уважающем себя проекте, поэтому сильно заострять внимание на этом не будем. Скажу лишь, что в ГОП этому следует уделить особое внимание. У всех уже выработалась привычка с обновлением ожидать фуру с новыми багами. Конечно, это хорошо, что добавили наличие публичных тест-серверов, но команды нормальных тестировщиков лишней бы точно не было. То же самое касается и оптимизации. Каждый год игра становится все более требовательной, и каждый год отваливается новый спектр устройств, которые могли бы обеспечить трезвую игру.
Даже сейчас на сравнительно мощном iPad 2017 года при включенной записи играешь как будто в минус 10 FPS и наслаждаешься прекрасными картинками в слайд-шоу. Из года в год игроки оставляют миллионы различных просьб, сообщений и решений проблем, но вместить все это в один ролик, конечно же, невозможно. Банально какие-то вещи я мог просто забыть, упустить или не знать о существовании той или иной проблемы. Поэтому комментарии под этим роликом всегда открыты, и каждый имеет возможность выразить свою позицию. Это возможность собрать в одном месте обратную связь со всех уголков РУ комьюнити. Я прошу вас, своих зрителей, помочь мне в распространении этого видеоролика. Ведь, как мне кажется, здесь собрана масса важной информации по разного рода аспектам игры. Буду невероятно благодарен, если каждый из вас поделится роликом со своим другом на Discord сервере или в сообществе во ВКонтакте. Сделаем все, что зависит от комьюнити, а дальше уже дело за исполнителями свыше. Конец.